Звезде сериала «Универ» 14 июля исполняется 40 лет. Гогунский не раз признавался: «За свой успех я благодарен родителям». Виталий гордится тем, как его воспитали. С самого детства внушили жизненное правило – не бояться любой работы. Первую зарплату актер получил, устроившись уборщиком на почту. Его ничуть не смущал грязный труд, зато в 12 лет он уже почувствовал вкус денег. По словам одноклассников знаменитости, его уважали за такую упертость и смелость. Правда, никто из товарищей по парте не ожидал, что Виталий прославится на всю страну. Человек-оркестр с Гогунским мы познакомились в Кременчугском лицее номер 4. Оба перешли в 10 класс и выбрали физико-математическое направление. Минус, рассказывает стархит Андрей Сбираник. Когда увидел его в первый раз, подумал: ничего себе, какой спортивный парень. Он был довольно крепкого телосложения и при этом чуть-чуть застенчивый. Подошел к нему поздороваться. Оказалось, Виталик, как и я, увлекался футболом. Эта тема нас и сблизила. Часами могли обсуждать увиденные по телевизору матчи игроков. Позже записались в секцию. Гогунский был отличным полузащитником на поле. В 11 классе даже завоевали первое место на городском чемпионате. Помимо спорта будущий артист увлеченно занимался музыкой. Поэтому, если в классе намечалось какое-то мероприятие, все знали, Гогунского звать обязательно. Виталий отлично играл на гитаре и фортепиано, часто выступал на сцене. Минус, продолжает Андрей. Не обходились без его участия дискотеки. На тусовках он вливался прямо в толпу, зажигал, как в последний раз. А чего ему стесняться? Он посещал кружок бальных танцев, знал, как нужно двигаться. Девочки всегда вертелись вокруг него, а их у нас в классе было мало. Но Виталик думал больше об учебе, а не о свиданиях. Однако ботаником при этом не был, хотя в дневнике красовались одни пятерки и четверки. Правда, учителя не дали ему окончить школу с золотой медалью, как и мне. Но он не переживал по этому поводу. А вот я из-за учителя физики, который влепил единственную четверку в аттестате, расстроился. Этот предмет я любил и задания всегда сдавал вовремя. Помню, Гогунский, увидев, что мое настроение на нуле, начал смешить. Физик часто заикался, так Виталий его спародировал. Получилось очень правдоподобно, но без злобы, по-доброму. Вообще, друг часто копировал поведение людей. Он сидел за одной партой со старостой класса. Сосед был неуклюжим, лопоухим и очень смешно говорил. Благодаря ему Виталик и начал изображать других.
чем не актерское мастерство. Без блата, по словам Сбераника, изобилием развлечений то время не отличалось, их приходилось выдумывать самим. У нас на Украине река Днепр, а на ней повсюду островки. Мы туда выбирались на рыбалку с ночевкой, минус, говорит приятель знаменитости. Накупим продуктов, запихаем в рюкзаки палатки и на несколько дней отправляемся в поход. Обожали сидеть с удочкой и делать шашлыки на свежем воздухе. Думаю, наше поколение тогда было намного самостоятельнее, чем нынешнее, поэтому родители за нас особо не переживали. Мы с Виталиком были скромными подростками, хотя класс считался, как модно сейчас говорить, мажорным. С нами учились дети педагогов и местных представителей власти. Но это на нас никак не влияло, одевались обычно, выше головы не прыгали. Помню, с Гагунским ходили друг к другу в гости на праздники. В магазинах дефицит, подарков особо не купить. Выкручивались душевными, трогательными речами, и никто никогда не обижался. Андрей и Виталий дружат уже больше 20 лет. Мы со школы с Виталиком любили творчество Цоя, минус Делица товарищ по партии. Если честно, я и забыл об этом. Недавно отмечал 40-летие, заходил в социальные сети посмотреть поздравления. Смотрю, от Виталика пришло сообщение. Он переделал песню «Рок-звезды», исполнил ее сам с новым текстом. Сюрприз из детства, считай. Сейчас мы видимся редко, как правило, только созваниваемся. Конечно, хочется, чтобы он как-нибудь нашел время и навестил школу, ведь раньше не пропускал ни одной встречи выпускников. Для меня Виталик остался таким же парнем из нашего двора, просто ему улыбнулась удача. И я горжусь его победами.